Остановились там между селом Куйбышево и Танковое. Никогда тут не были. Как называется этот скальный массив, тоже не знаю, на карте он вообще никак не обозначен. Попробуем подняться, пройтись вдоль. Вот, Дашечка ходит. Сопение, однако, слышится. Пока сейчас подъемчику привыкнешь, отдышка всю себя дает знать. Ну все, закончился. Не начавшись поход, полил дождь. Тут еще ничего. А вот с той стороны тянет грозу. Сейчас лупасит часика через пол. Так что мы, похоже, сбегаем домой. Но все-таки не удержались. После вчерашней неудачной поездки опять приехали на гору на эту, за селом Куйбышево. Теперь мы уже знаем, что называется Курушлюк. Но это не тот Курушлюк, который на бойке, это другой Курушлюк. Постоянно вот эти путаница. Это Курушлюк, который высотой 597 метров. Сейчас попытаемся вот сейчас вот туда забраться. Там посходим там, посмотрим, что есть. Поснимаем. Потом решим, куда дальше ехать. Гора большая, тут ее за день вообще нереально обойти. Тут надо дня 3-4, чтобы подняться и пройтись по всем интересным местам. Начнем с малого. Подъем здесь достаточно сложный. Известняковая скала, засыпанная вот таким вот известняковой же крошкой, мелким щебеньком. Вот это все, когда угол подъема становится достаточно большим, оно начинает просто ползти по скале, щебень под вашим весом. И не помогают никакие протекторы на ботинках, потому что ползет вместе все с вами и с верхним слоем грунта. Поэтому сейчас будем раскладывать палки. Единственный вариант безопасный — это вот подъем с палками. А вообще красиво. Тут начался еще вот такой скальник, на подъем упирается вот в такой скальник. Но если он мокрый был бы, мы, конечно, тут бы даже не стали бы и пробовать. Но по сухому шанс пройти, в принципе, есть нормально. Все выше, ближе к вершине. Это одна из вершин. На самом деле вершина совсем в другой стороне. А это именно локальная вершина, на которой мы вот лезем. Вот уже преодоленный путь. Подниматься неудобно. Спускаться бы вообще страшновато по такому уклону. Сверху виды предсказуемо хуже. Сверху вниз, чем снизу вверх. Потому что лезем вверх, видно горная вершина неба, а сверху вниз смотришь, дома, дороги. Вот идет дальше, вот сплошная стена идет слева, потом идет разрыв.
овраг такой. Называется урочище Медведь почему-то. Сегодня попробуем еще туда. Если нормально спустимся, то еще попробуем туда сходить. Даже в таких труднодоступных местах вот попилены можжевельники. Там ветки бросают, отпиливают, имеют ценность вот такие толстые срезы. А остальные ветки достаточно большие, их просто оставляют на месте, чтобы не тащить с собой, тащат только стволы. И самый это не единичный случай. Вот еще. Все, на сувениры идет. Такие можжевеловые подставочки, можжевеловые досочки, пилочки. Сколько нам можжевельнику лет, да? Спиленному даже представить сложно, но под 100 лет, наверное. И даже вот такие труднодоступные места его не спасли. Тропы здесь нет. Вот через такие заросли скумпии, осины, можжевельника лезем. Вот, добрались наконец до такого скального выступа. Сейчас по нему будем карабкаться выше. Осталось совсем немного, а вот уже куда планировали попасть. Подойдем под стенку и попробуем влево-вправо походить, если нам позволят обстоятельства. Очень круто, очень ходить неудобно. Здесь, конечно, явно не сильно посещаемое место. Походить вдоль скалы не получится. Здесь все заросло. Здесь скальники сплошные, поперечные идут. Все плотно заросло деревьями. Вышли мы не совсем туда, куда хотели. Вот. Выйти хотели вот к этой вершине, вот крайней. Но я не вижу, как не пройти. Надо лезть на четвереньках под деревьями, что ли, через кустарник. А попасть хотелось вот на этот мыс такой. И нам вот вторая там площадочка такая. Валившиеся камни видно отсюда. В планах было попасть туда. Сейчас подумаем, стоит ли лезть. Так, ну вот он край, который планировался к посещению. Вот эта площадка. Вот стена. Сейчас пройду, посмотрю. Здесь недавно обвалились камни, видно, он свежий обвал. Поэтому проходить надо аккуратно. Значит, там порода еще рыхлая, еще что-нибудь может бурахнуться. Даже с небольшой высоты вот таким камушком получить по черепушке, это крайне печально будет. Здесь вот еще скальный навес. Достаточно длинный. Кострище, кто-то сидел тут на закате. Ну все, и заканчивается это все. Вот. Дальше проход, наверное, уже не получится. Хотя нет, можно вот и дальше немножко идти. Но я уже дальше не пойду, там Наташечка волнуется уже. Буду возвращаться обратно.
А вот и свежие спилы можжевельника. Это пилили, наверное, по осени. Чехлой не сыпалась. Видно. Вообще здесь, конечно, на вершине попилено достаточно сильно. Этот можжевельник. Вот это старый. То есть тут люди пасутся уже много лет на этой плантации. Высоко, да, конечно, но это не останавливает. Спустились. Отсюда хорошо видно. Вся дорога такой подковкой обходили. Да, тяжеловатый подъем, спуск, но интересно. Почти ни разу не чебурахнулись, не считая того, что я тут полетел. Теперь испачканы штаны мои, за то, что меня Наташечка ругает. Нам того стоило. Да конечно, что там те штаны, блин, голова цела, голова. Вот, мы там были. Мы решили, что сил еще осталось много у нас. И мы должны их куда-то потратить. Например, вот пойти через это урочище Медведь. Почему Медведь, непонятно. В Крыму не было этих медведей. Разве что в палеолит 150 тысяч лет назад. Но это явно не те. Попробовать подняться вот по этой балке наверх. Ну, может дойти до Таврской. Может до вершины Курушлю дойти, а может просто подняться. Ну, от 90 времени похода, оно проходит, конечно, вот именно так. Идешь, 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 идешь. Хорошо. Ну так, когда снимаешь, получается скучновато. Здесь уже все листья облетели. Думали, тут будет золотая осень в балке. А тут уже все. Листьев-то и нету. Так. Уже заметненько. Тропа тут легкая. Совершенно пока что. Кто-то наклеил светоотражающие бирки. Непонятно зачем. Тропа тут так протоптана, что можно даже ночью идти при свете звезд. Это труба, которая идет в поселок с родничка. Посмотрим, есть ли там водичка. Вот это родничок. Но сейчас там маленькая лужица застойной воды. Но если совсем уже будете помирать, то это, конечно, поможет. А так мы пока пить не станем.
А вот Наташка нашла родник. Вот он где, в сторонке. Я снял камень для ориентира приметный, что тут не ошибетесь родником. О, где он здоровский. О, Наташа нашла родник. Классно. Ну, вода. О, не, водичка бежит. Очень даже ничего. И уходит туда. Вот он, родничок. Ну, набрать воды можно вполне попить здесь. Но враг уже фактически просто монолитная скала, полированная, немножко камней посыпавшихся. Враг потихоньку сужается. Как там в конце будет подъем, посмотрим. Мы еще не были. Фигуры вот эти выветривания все причудливее становятся. Очень красиво. По оврагу ветерок дует легкий. Что сейчас вот такую жаркую погоду, это прям спасение. Каждым новым поворотом каменные глыбы представляются совершенно по-новому. Одну и ту же смотришь с одной точки, один вид, какой-нибудь там слоник. Тут же прошел 30 метров, посмотрел, с другой стороны, это уже не слоник, а черепашка какая-то или что-нибудь в этом роде. Ну, вообще ущелье очень красивое. Мы тут никогда не были, но нам уже очень понравилось. Вообще просто подъем несложный, а красота зашкаливает. Интересно, тропинка идет по монолитной скале. Куда идет, пока непонятно, но очень красиво. Как в сказке все. Но не спешим особо сегодня. Но уже подвыдохлись. А, вот, наверное, смотровая сейчас будет. Выходим хоть на край. Да, точно. Вот так неожиданно. Раз. И мы уже на краю. Вот видно, где мы были. Всю эту каменную стенку. Квесты. Здесь ветерок. К краю подходить особо не рекомендуется. Все будем делать разумно, аккуратно и осторожно. Тут наверху столько живописных мест. Не знаю, что снимать даже. А Наташечка у нас тут таком с персональным можжевельником. Не будем ей мешать. Она занята. Ворона летает. Ворон, точнее. Еще один.
О, что наглая собачка дикая, верно, боится. Но еще при этом вякает. Вякает. Да, это моя машина. А ты тут свои это права качаешь. Ну давай, давай, хвост уже поджал, ладно, ладно. Что тебя трогать не будет, но и дать тебе тоже нечего поесть. Давай, иди домой. С собой не возьмем. И не просись. Мы видим, что ты хорошая собака, но нет.